Добрый день всем! Сегодня буду шить платье для намаза. Платье Макси из 3 рубашек. Одна женская, 2 мужские. Состав материала рубашек 100% хлопок, только плотность разная. У мужских рубашек отрезала воротник, манжеты, разгладила. Синюю рубашку я полностью распорола по швам. На рубашке в клетку отпорим рукава, кокетку, планку. Боковые швы между полочками и спинкой оставьте, не распоройте. Покажу, как быстро распороть швы на сорочке. Находите конец нити, это распарыватель, удобная вещь. И вот таким образом можно легко и просто распороть по любое изделие. Так, здесь я обычно отрезаю по краю петли, но так как здесь петля поперек, прорежем буквально тут по краю. Так, ориентируюсь на эту черную полоску. Пуговицы срезаем. Таким образом. И они могут вам пригодиться в дальнейшем. Нанизывайте их на ниточку и свяжите. Планку зря отпарывала. Вот, остались тут зазоры от пуговиц, просветы. Поэтому решила ее срезать. Так. Карман аккуратно отпарите, как это сделала я, чтобы не было никаких просветов. Теперь будем конструировать. Женская блуза будет основой верха. Ткань в клетку расположим посередине в районе бедер, так как она более плотная. Чтобы не просвечивала, синюю в подол складываем вверх женскую рубашку по линии сгиба спинки, полочка к полочке, спинка к спинке. Прочертим линейкой на уровне чуть ниже талии. Вы можете по талии или чуть выше точки роста ноги, плюс припуск 2 сантиметра. Я вот здесь уже прочертила. Отрезаем.
перевернули. Разложила я ее передом вверх. Отрезаем. Режем дальше, скорее всего. Так. Теперь складываем блузу посередине. Прикладываем сорочку из ткани в клетку. Нижняя рубашка не намного шире. И так, здесь она зауженная. Здесь получается вот только могу только столько. Нижняя рубашка не намного шире. А я рассчитывала, что планка добавит сантиметры, но ее нет, я ее срезала. Так, значит, сделаю по-другому. Длина юбки от шва на блузе до пола 92 сантиметра, плюс 2 сантиметра на шов на талии и 6 сантиметров на подгиб низа. Прикладываю блузу к вырезанным из сорочек в клетку из синей прямоугольником. Ширина меня устраивает. Длину ткани в клетку дополню тканью синего цвета и наоборот. Пошив показывать я не стала. Сшила я юбку, проложила строчку и снаружи, сверху каждого шва. Оверлока нет. Обработала зигзагом каждый шов. Теперь сложить юбку пополам. Отметить по подолу на боковой стороне 1,3 сантиметра. Провести плавную линию. Срезать. Юбка у нас шире, чем верх платья. Можно сделать складки на юбке симметричные по спинке и переду изделия, или присборить. Для присборивания нужно проложить 2 строчки по краю верха юбки, одну на 0,5-0,7 сантиметров от края, вторую на расстоянии 1,5 сантиметра от первой. Ширина стежка 4 сантиметра. Прострочили 2 строчки, вывернула юбку наизнанку. Теперь вкладываю блузу спинка к спинке лицевыми сторонами. Скорите булавками по сгибу в середине спинки. Переда.
по бокам. Теперь присборьте юбку до ширины верха. Так, присборите и буквально чуть-чуть, оказывается, по ширине верха и прострочите. Я вот прострочила. Теперь нижнюю нить, вот она ниже строчки, которую вы проложили, выдергиваем. Ой. Далее обработайте край зигзагом. У кого есть оверлоком. И с лицевой стороны прострочите. Притачала, пришила я вверх к юбке. Проложила шов по планке. Теперь осталось подшить низ платья, подол. Удобнее всего подвернуть край подола на 1 сантиметр. Прогладить еще на 3 сантиметра. Прогладить. Или насколько вам нужно. Сколоть булавками, прострочить. И вуаля! Платье для намаза, платье Макси готово. Единственное, мне не понравилась вставка из материала женской блузки верха. Лучше смотрелась бы синяя вставка. Это полностью. Следующее платье для намаза буду шить вверх из мужской или женской рубашки, неважно. А низ, юбка будет из ткани. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего.